Всем доброго времени суток, вы на канале Дача Лайф, и сегодня у нас речь пойдет о садовой голубике, а точнее о ее подкормках органическими веществами. Как все знаем, органикой голубику мало кто подкармливает, или кто-то вообще не подкармливает. Она не любит ни компоста, ни навоза, ни каких-ни их составляющих. Но у нас вот сейчас такая ситуация, что, как видите, голубика прекрасно цветет, да, очень много цвета, очень много завязей. Вот смотрите, вот образуются уже ягоды, просто все кусты. Вот они усеяны, вот один, допустим, второй. Они все просто, все сияют ягодами. Но окраска листьев, как вы видите, она не темно-зеленая, она идет с прожилочками, она идет желтизной, она идет там какими-то непонятными цветами. Возможно, что это связано с систематическими заморозками, которыми наша Беларусь накрывалась последние несколько недель очень так активно. Ночи очень холодные, днем тепло, перепады температур, идет глобальная такая засуха, дождей практически уже месяц нету, даже может и больше, даже не вспомню. Но мы стараемся, конечно, поливать ее, все нормально, но ей все равно вот что-то есть. Начались какие-то приросты молодых побегов, вот видите, вот они растут, в принципе, активно, но окраска листьев все равно как бы нездоровая, и она варьирует. И при этом мы ее сейчас будем подкармливать. И чем же мы ее подкормим? Естественно, что нам на голубику надо подкислять. Поэтому в раствор мы обязательно будем добавлять кислоту. Сейчас я вам покажу, из чего мы будем готовить удобрения для нашей голубики, чтобы привести листву в порядок и все это реанимировать без применения каких-либо удобрений, купленных в магазине. Вот, когда мы косили наш газон, мы нашу травку из-под косилки, которая вот такая на колесиках ездит, уже она упоминалась, сложили вот в такой мешочек для мусора и поставили на солнышко. Он простоял примерно недельку, да? И вот здесь такая образовалась штука, да, тут и мушки, все и так далее. Этот мешок разогрелся, можно посмотреть, да? Получилась вот такая вот, реально вот такая вот паста, да? И вот эта паста, то есть даже многие вот это все разложилось конкретно. Она такого запаха, такого вообще, честно говоря, замечательного, прелой травы, такой все. Вот сейчас мы вот эту вот массу травяную заложим в чан, примерно 1/4, и 3/4 зальем водой. Все это перемешаем, даже не будем настаивать, ничего. Да, и под куст где-то по ведру мы выльем. В этот раствор на каждое ведро мы добавим примерно по 100 грамм уксусной кислоты 9%, чтобы это все подкислить. Никаких опилок, никаких ничего не применять. Все, что останется внизу, то есть уже вымытая эта трава, мы просто разложим вокруг кустов. Ну и потом посмотрим, что у нас будет, в общем-то, через недельку-другую. Я думаю, что у нас листва изменится, все микроэлементы нужные поступят. В общем-то, можно было бы, конечно, добавить еще дополнительно железо. Ну, я этого, наверное, делать не буду. Для начала мы просто вернем кислотность в норму и подкормим именно вот этими вот органическими удобрениями, добытыми из обычной травы, которую вы все косите и выбрасываете. Кто-то выкидывает в лес, кто-то еще куда-то. Ну, а я вот сейчас будем из него делать очень полезное удобрение. Ну вот, мы развели наш этот, как говорится, ферментированный травяной чай. Удивительно, но у него запах, честно говоря, напоминает вино. Вообще, вот, трава так перебродила, что не то чтобы там она как-то там воняла, она просто реально пахнет. Да? Она и так у нас раствор кислый. Можно было, конечно, замерить кислотность. Может быть, зря я это не делаю, но я просто знаю, что все брожение все равно происходит уксусно-кислое, молочное брожение, там спиртовое, и все вместе все равно они образуют кислоты. И неважно, какие травы вы использовали для того, чтобы сюда забросить. Многие говорят, что надо забрасывать щавель, там изначально кислые травы, но щавель можно не бродить, его можно просто перемолоть, и можно просто использовать его сок для подкисления почвы. Итак, вот тут у нас бачок.
где-то 40 литров. Вот у нас полбутылочки 0,5 где-то. Ну, вот мы этот уксус сейчас добавим в нашу эту травяной чай. Перемешаем. Я думаю, нет смысла это все процеживать. Мы это просто ведерком. Вот на 4 куста голубики. По 10 литров на каждый. Вместе с этой кашей мы просто под кусты выльем. Ну, и потом, конечно, пройдет время, мы выпустим еще ролик, что получится. И покажем вам результат, насколько изменится листва и прирост у нашей голубики. Ягодки у нас каждый год хорошие, урожай большой. Ну вот, в этом году заморозки сделали свое гнусное дело. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, задавайте вопросы, потому что подкормка голубики удобрениями органическими всегда возникает очень много вопросов. Ну, я пришел к выводу, что все-таки органику употреблять можно, но ее надо делать именно из растений, чтобы это был не компост, не какой-то, не перегной, а вот именно вот только ферментированное, в общем-то, листья, корни, там все, вообще сорняки, просто, ну, я стримеры использую просто и все. В общем-то, а почему это хорошо? У нас в растениях содержатся, в принципе, абсолютно все микроэлементы, которые растениям нужны. Они их уже накопили, и сорняки их накапливают именно в том количестве, в котором они нужны. А как известно, что, в общем-то, скорость роста растения, вообще благополучие любого зависит от нехватки даже одного микроэлемента. А здесь они все присутствуют. Поэтому мы своей голубике можем дать абсолютно все. Подкислив раствор, мы сохраним нужный pH, и она ответит нам своим урожаем. Подписываемся, ставим лайки, заходим на канал, будет много интересного. Всего, до новых встреч. О наших урожаях расскажем в будущих роликах. Спасибо всем, до свидания.